Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией, что в соцсетях тебя лайкает какой-то человек, которого ты вообще не знаешь, а он лайкает тебе прям вообще все твои посты? Или в реальной жизни ты встречаешь какого-то человека периодически на улице, и ты уже его начинаешь узнавать из-за того, что ты слишком часто его встречаешь. То есть он точно не случайно здесь, он за тобой вроде как следит. Если вам это знакомо, то поздравляю, вы столкнулись со сталкингом. Сталкинг — это ситуация, когда у какого-то человека появляется навязчивое желание следить за кем-то. Он это может оправдывать интересом или заботой, но как бы то ни было, жертва сталкинга, то есть человек, за которым следят, в связи с этим испытывает неприятные, но вполне адекватной ситуации эмоции от какой-то легкой такой тревоги до страха и ужаса, до страха и паники. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу 5 вещей, которые следует сделать, если вы столкнулись со сталкером, чтобы избавиться от этой неприятной слежки. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первую важную вещь, которую нужно сделать, если вы столкнулись с такой слежкой, перестаньте помогать сталкеру, собственно. Не публикуйте фотки вот в моменте, когда вы где-то находитесь. Я помню такую ситуацию, когда у женщины была проблема, что ее бывший за ней следил, она вот приходила на какое-то мероприятие, какую-то вечеринку, фоткалась, выкладывала, и потом он там появлялся. И просто то, что ей нужно было сделать, это не выкладывать тут же мгновенно в моменте эти фотографии. То есть тут надо уж выбирать, что ты хочешь быть, максимально актуальным или спастись от этого преследователя. Полезным будет отключить геолокацию, потому что иногда на некоторых устройствах оно по умолчанию. Ты вот где-то выложил фотку, и там сразу геолокация, где ты находишься. Также проверьте настройки конфиденциальности, то есть кто видит ваши сторис, кто видит ваши рилс, кто видит там публикации, потому что бывает, что это разные настройки. Я знаю ситуацию, когда сталкер нашел, где девушка работает, потому что она по пути на работу заходила в кофейни и выкладывала оттуда какие-то там сторис. То есть он потом просто вычислил, куда ведут эти кофейни, примерно понял, где она может работать, а дальше, используя другую косвенную информацию, нашел и начал к ней приходить прямо на работу. Поэтому просто обезопасьте себя, если вы понимаете, что вы находитесь в ситуации, что за вами кто-то следит. Вторую вещь, которую вам нужно сделать, если вы столкнулись со сталкингом, нужно разорвать связь между контактом и реакцией. Дело в том, что сталкеру очень важно чувствовать, что человек, за которым он следит, во-первых, об этом знает, во-вторых, возможно, как-то переживает. Вот представьте себе, если за вами следит нанятый частный детектив, профессионал, то вы этого не узнаете, потому что он выполняет свою работу, ему нужно за вами проследить, не нужно вас как-то пугать, он наоборот будет всячески скрываться. Сталкеру же важно так следить, чтобы вроде с вами не контактировать, но при этом, чтобы вы знали, что он есть. То есть это человек, который из-за каких-то своих психологических обстоятельств, он не может с вами контактировать прямо, он не может с вами общаться. Или, предположим, он знает, что вы не хотите с ним общаться. Но при этом ему все-таки важно, чтобы вы знали, что он где-то там есть. И вот он за вами так следит. Поэтому, если вы будете реагировать на его эту слежку каким-то образом, то он, возможно, будет получать те эмоции, которые ему вообще необходимы. Например, я знаю такую ситуацию, там сталкером была женщина, мужчина столкнулся с тем, что его бывшая ему пишет, разного рода сообщения, какие-то претензии, еще что-то. Он не обращал на них внимания, старался не реагировать, но в конце концов не выдерживал и писал ей что-то вроде «перестань писать, сколько можно». И это подстегивало ее эту слежку, потому что она получала обратную связь. Она чувствовала, что он все-таки его зацепила, что она попала, и у нее игра продолжается. Поэтому, если вы сталкиваетесь с тем, что этот сталкер каким-то образом посылает вам какие-то сигналы, вам нужно на них максимально не реагировать. Третья вещь, которую вам, возможно, нужно будет сделать, если вы столкнулись с тем, что вас преследуют, особенно в соцсетях, это делать скриншоты. А вам это нужно для такой собственной уверенности. Если вы когда-нибудь с таким человеком пересечетесь или придется с ним как-то контактировать, вы сможете сказать, что послушай, перестань это делать, потому что у меня есть скриншоты, я обращусь в соответствующие органы. И вы скажете это уверенно, вы скажете это спокойно, и даже если вы с ним никогда не пересечетесь, у вас будет определенная уверенность. Потому что я сталкивался с ситуациями, когда люди блефуют. Когда, скажем, кто-то за кем-то следит, и вот, например, ты этого человека поймал и говоришь, перестань это делать, я буду жаловаться в полицию. А ты не будешь никуда жаловаться, потому что у тебя ни скриншотов нет, и вообще намерения у тебя нет, ты просто блефуешь. Сталкер это чувствует, он чувствует, что ты паникуешь, что ты гневаешься, что ты как-то волнуешься, и он получает эту эмоциональную подпитку, которая ему и нужна. То есть ты таким образом только потакаешь сталкеру. Поэтому важно делать эти скриншоты просто для того, чтобы у вас была определенная уверенность, что я эту ситуацию держу под контролем. То, что с моей стороны нужно сделать, я сделал. Четвертую вещь, которую вам стоит сделать, если за вами следят, нужно предупредить ваше какое-то ближайшее окружение. Во-первых, у людей, знаете, таких с высоконевротичным уровнем организации личности, склонным к мнительности, может быть такое чувство, что может я параноюсь, может мне кажется, или не знаю, я расскажу кому-то из близких, а мне не поверят, подумают, что ты себя накручиваешь. Нет, важно близким каким-то людям, с кем у вас доверительные отношения, рассказать, что похоже я столкнулся с ситуацией, что за мной человек следит. Особенно если вы чувствуете, что вы по этому поводу уже прям
у вас какой-то достаточно высокий уровень волнения, вы постоянно об этом думаете, вот уже все. Это проблема, которую уже нельзя просто на нее не обращать внимания. Важно кому-то рассказать. Вам это может помочь в ситуации, во-первых, если вдруг вы резко столкнулись с этим сталкером, ну, предположим, вот поздно вечером кто-то звонит в домофон. У вас заколотилось сердце, вам очень плохо, вы звоните кому-то из знакомых, который знает об этом, и говорите: послушай, у меня в домофон кто-то звонит, возможно, это он. Вас человек успокоит. Если, предположим, вот такая же ситуация, вы звоните знакомому, который вообще не в курсе, то, ну, представьте, звонит тебе знакомый, перепуганный, говорит: мне кто-то звонит в домофон. Ну, что происходит? То есть он просто не разберется, в чем дело. Кроме того, я знаю ситуации, когда мужчина следил за женщиной, женщина рассказала коллегам на работе, что вот есть мужчина, который за ней следит, и в какой-то момент, когда он пришел на работу, ее коллега, зная эту ситуацию, она насторожилась и не пустила мужчину, которого не знала, потому что, ну, подумала, что может это сталкер. Начала его расспрашивать, кто вы, кому вы идете, и в результате, ну, стало понятно, что ему тут делать нечего. То есть, по сути, таким образом, близкий круг этой женщины смог ее в данном случае просто и оградить. Пятая вещь, которую вам стоит сделать, если вы столкнулись со слежкой, вам нужно обратиться в какие-то компетентные органы. Не знаю, там, в полицию, к участковому, если не знаете куда, то к адвокату обратитесь, пусть он вас проконсультирует. Потому что людей часто останавливает стыд. Некоторым людям, в принципе, сложно жаловаться. Есть люди, которым стыдно признать, что я стал жертвой сталкинга. Предположим, мужчина активный, такой, не знаю, энергичный, а следит за ним женщина. Ему как бы стыдно об этом признаться. Я скажу, что вот за мной следит женщина, буду жаловаться на женщину, как-то это вроде как не по-мужски, хотя при этом вот она постоянно появляется в каких-то местах, где он не ожидает, у него там колотится сердце, ну, действительно у него качество жизни снижается. В таком случае нужно собрать все доказательства, которые у вас, возможно, есть, обратиться куда-нибудь там, ну, пускай к адвокату для начала. А если вы знаете, где этот человек в соцсетях, его заблокировать, изменить у себя настройки конфиденциальности так, чтобы просто люди, ну, с каких-то новых аккаунтов не могли к вам заходить. То есть сделать все, что вы можете для того, чтобы от человека отгородиться. И тут важно вот две вещи. Не обесценивать вот это вот преследование, потому что люди часто думают: ну, он меня всего лишь в соцсетях лайкает. Уже задолбал меня так, что я спать не могу, но это же всего лишь в соцсетях. Нет, это не всего лишь в соцсетях. Это ситуация, когда вот вам плохо. И второе, не молчать, потому что, опять же, у людей часто бывает стыд, что вдруг я сейчас кому-то расскажу, что за мной следят, скажут: у тебя же паранойя. Там. Близкие люди нам для того и нужны, что это наш близкий такой круг опоры, близкий круг такой безопасности. Мы получаем социальную сорегуляцию с помощью них. Важно, чтобы эти люди знали, что с вами происходит. Если вы столкнулись с такой неприятной ситуацией, что за вами кто-то следит, и вам сложно разобраться с собственными эмоциями, сложно понять, что с вами происходит, что происходит у вас в отношениях, можете обратиться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня есть ссылки на мои соцсети, пишите там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас опыт, что за вами кто-то следил, и что вы в такой ситуации сделали. Можете поделиться своими переживаниями, как вам было, когда вы узнаете, что за вами кто-то следит. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь своими этими яркими переживаниями. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, я вам буду благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.